Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим слово благодарности как канал, через который могут передать вам порчу и забрать ваше не только материальное благосостояние, но и здоровье, ваше благополучие и те блага, над которыми вы работали достаточно долгое время. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а также вы будете знать, как через слово благодарность можно передать порчу, и что немаловажно, что сделать в том или ином случае, когда вы поняли, что именно со словами благодарности, к сожалению, вам передали негативную разрушающую программу. Друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «здоровье», тогда высшие силы избавят вас от болезней и улучшат ваше самочувствие. Или напишите слово «финансы», тогда Вселенная поможет вам достичь огромного богатства. Здесь все зависит от того, что вы хотите привлечь. Возможно, и здоровье, и финансы. Тогда напишите два слова. Не забывайте прописывать и ваше полное имя в комментариях к этому видео, когда вы что-то просите у Вселенной. Друзья, также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Итак, друзья, слово благодарность. Каждый из нас любит благодарить. При этом мы с вами через слова благодарим по-разному. Вспоминайте, как вы благодарите людей, какие вы слова говорите. Как правило, говорят или слово «благодарю», да, или говорят слово «спасибо». Но, вы знаете, вне зависимости, как вы говорите, вы должны и знать о том, что же дальше поступит от того или иного человека. Все мы с вами очень любим помогать друг другу и даже не думаем о том, что мы можем страдать от своей доброты, от того, что мы хотим помочь другим людям. И бывает так, что вы даже не обращаете внимания, как в вашем окружении есть люди, которые начинают не просто говорить слова благодарности, но и говорить определенные слова, а через некоторое время у вас начинаются проблемы быть с деньгами, у вас начинаются проблемы со здоровьем, и вы не можете понять, а что же вообще происходит, что же стало первой причиной, а стало просто слова благодарности. Поэтому вы должны понимать и то, что благодарность – это не только выражение признательности, но и, к сожалению, это канал для передачи негативной энергии или порчи. И определенные обыденные фразы благодарности, которые вы можете слышать, вам могут через эти слова передать, или вы можете принять негативные воздействия. Также обращаем ваше внимание. Часто очень можно услышать, что люди, не понимая разницы в словах «благодарю» и «спасибо», и стараются всем говорить именно слово «благодарю». Вы должны понимать о том, что вы, когда говорите слово «благодарю», кого-то благодарите, в таком случае вы не просто благодарите, а вы благодарите тех людей, которым вы на подсознательном уровне желаете благополучия, изобилия, достатка, радости. Это очень важно осознавать и понимать. Бывает, что вы людей также благодарите, но вы это делаете, потому что это надо. Например, коллега на работе где-то вас подстраховал, где-то вас поддержал, но вы знаете, что человек вам завидует. Это он сделал не потому, чтобы вас где-то поддержать, вдохновить, а просто у него были какие-то свои корыстные цели. Здесь вы обязательно скажите слово «спасибо», и таким образом вы не передадите никому энергию своего благополучия, своего достатка и всего того, что действительно для вас ценно и важно. Вот вы должны это понимать. Спасибо мы всегда говорим тем людям, которые вы можете даже предполагать, что они могут у вас забрать, у вас ваше изобилие, достаток, ваше благополучие. То есть вы изначально уже ставите вот блокировку, программу, благодаря которой у вас никто ничего не сможет забрать. И слово «благодарю» мы всегда говорим тем людям, которым мы ценим, кого мы уважаем, любим. Не обязательно что-то там придумать, просто скажите слово «благодарю», и на этом вы закончили. Вы помните о том, что в нашем языке каждое слово имеет определенную энергию. Если вы посмотрите на другие языки, то каждый язык имеет свою определенную специфику. Но именно в нашем языке
Каждое слово, каждое восклицание, каждая фраза имеет энергетическую силу. И, к сожалению, сейчас это заброшено, это потерянная информация. Но если бы вы знали об этом, вы, конечно же, бы по-другому ко всему относились. Кроме того, девочки и мальчики, если вы смотрите это видео, знаете, это неспроста. Это говорит о том, что Вселенная просит вас обратить внимание на те моменты, которые происходят в вашей жизни, и что вы благодарите или неправильно, или вы как-то неправильно изъясняетесь с другими людьми, и у вас забирают денежную удачу, у вас забирают здоровье, достаток и благополучие. Итак, друзья, первое мы разобрались, да, в каких случаях мы говорим слово «благодарю» и в каких случаях мы говорим «спасибо». Далее, через какие фразы у вас могут забирать достаток, у вас могут забирать благополучие и так далее. Итак, первая фраза, друзья: благодарю, и не стоило этого делать. То есть не просто слово «благодарю», да, а продолжение идет: не стоило этого делать. И это говорит о том, что вам пытаются таким образом передать порчу на достаток, на ваше благополучие. И вы, кивнув головой или улыбнувшись в этот момент, или продолжив разговор, то вы тем самым принимаете негатив, который направлен на финансовую удачу. Девочки и мальчики, далее мы поговорим, какие фразы будут это блокировать. Это очень важно понимать. Поэтому, когда человек просто говорит «благодарю», это одно, а когда он говорит «благодарю, не стоило этого» и так далее, то вы должны уже задуматься, а что же происходит вообще в вашей жизни. Далее, следующая фраза, которую стараются говорить, это «благодарю, это слишком, например, много», это слишком дешево, или это слишком как-то некомфортно и так далее, и так далее. Когда вам говорят, особенно с «слишком», да, то вы должны понимать, что таким образом вам пытаются передать негативную программу на ваше здоровье, на ваше ментальное состояние. И, к сожалению, через вот такие вот подобные фразы вы осознанно или неосознанно принимаете негатив, который уже со временем может отразиться на вашем физическом и эмоциональном вашем здоровье. Конечно же, если у вас сильное биополе, если вы занимаетесь практиками, если вы изо дня в день проводите прямо с утра перед выходом из дома защиты, то вот такие вот слова, они не смогут причинить вам какого-то негатива или изменить вашу жизнь. Но помните о том, что если вы часто слышите эти слова, вам стоит задуматься, а что же в вашей происходит в жизни. Следующая фраза, которую можно услышать, это звучит фраза следующим образом: благодарю, но не стоило этого делать, или не нужно было это делать. И вот именно здесь вы должны понимать о том, что вам пытаются передать порчу на денежную неудачу или какую-то долговую порчу. И, к сожалению, вот такие вот слова могут привести вас к ухудшению вашего финансового положения или к увеличению долгов, кредитов, каких-то долговых обязательств и так далее, и так далее. Поэтому ни в коем случае вот такие слова нельзя принимать, именно фразы. Следующая фраза, которую иногда можно услышать, которая звучит следующим образом: благодарю, вот так бы было всегда. Или может использоваться и другая фраза: спасибо тебе, но вот так было бы так, всегда было бы чудесно или было бы прекрасно и так далее. И вот таким образом у вас пытается забрать вашу жизненную энергию. У вас таким образом пытаются забрать именно вашу удачу. Здесь вы должны понимать и то, что когда вам говорят вот так бы всегда, да, вне зависимости в какой ситуации были, вы должны, знаете, как проснуться от сна и понять о том, что у вас пытаются забрать вашу именно
именно жизненную энергию. А вы знаете, что когда нет у человека жизненной энергии, он постоянно находится в сонном таком состоянии, в апатии, нет силы и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, обращайте внимание на именно эту фразу. Далее. Следующая фраза, которую очень часто можно услышать, и многие, к сожалению, не придают этой фразе никакого значения. Ой, благодарю тебя, ну какая ты молодчинка, ну такая умница, и внимательная, и мудрая, и заботливая, и так далее, и так далее. Таким образом, вам пытаются передать порчу на благополучие. Опять же, у вас пытаются забрать ваш достаток, у вас пытаются забрать вот все то, что вы заработали или вы привнесли в свою жизнь. На что еще стоит вам обязательно обратить внимание? Это фразы, как правило, не проходят бесследно. Когда вам говорят вот такие фразы, вы должны задуматься. Почему? Потому что после именно этих фраз наступает следующий этап. У вас может ухудшиться самочувствие, вы можете прочувствовать, что вы теряете свое благополучие, когда такой вот человек говорит вам такие вот слова благодарности. Далее могут проявляться какие-то странные сны, кошмары, может быть, чувство тревоги, апатии. Ни с того ни с сего появляются какие-то необъяснимые проблемы в разных сферах жизни. Появляются ссоры, конфликты с близкими людьми, нет понимания. И здесь очень важно вот остановиться и понять для себя, что ваши слова и те слова, которые вы принимаете, помните о том, что когда мы говорим, в первую очередь, слова, любое наше слово, хорошее, плохое, оно имеет энергию. Поэтому очень важно, чтобы вы никому не отдавали свою жизненную энергию и благополучие. Потому что как только вы открываетесь другим людям, люди могут вам навредить, забрать у вас и достаток, и благополучие. Также очень важно, чтобы вы верили в себя, вы верили в свои силы. Ни в коем случае не боялись того, что что-то может быть не так и так далее. Очень важно. Кроме того, если вы чувствуете, что у вас какие-то есть сомнения, что-то вам так не нравится, вы также должны остановиться и подумать, а что же в действительности происходит в вашей жизни. Теперь давайте поговорим о том, что же вам делать, если вам сказали такие слова. Очень часто человек в этот момент может находиться, знаете, вот все было хорошо, и раз начинаются проблемы. В этом случае вам нужно подойти к крану. Кран это может быть и на работе, это может быть где-то в общественном месте, в туалете. Откройте кран и скажите: дурное все утекает, все при мне доброе оставляет. Истина да будет так. И это очень важные слова. Вы тем самым никогда не подпустите себе никакой негатив. Это очень важно, потому что многие люди, к сожалению, игнорируют это, а потом не знают, как им поступить, что им делать. Поэтому, чтобы такого не было, вы должны понимать и то, что вот через такие слова в нашу жизнь приходит негатив, приходит разрушение. Еще раз напоминаю вам, что бывает очень часто так: человек имеет достаточно сильную энергетику, имеет сильных ангелов-хранителей, но бывают такие моменты, что одна произошла ситуация, другая, третья, и вот эти слова, которые вам отправили, вроде как вас поблагодарили, но тем самым у вас забрали жизненную энергию. И после этого в вашей жизни начинают происходить не очень хорошие ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, вы всегда должны иметь защиту. Самое простое: утром перед выходом попросили ангела-хранителя, улыбнулись себе в зеркало и двигайтесь к тем целям, к тем задачам, которые вы поставили. Никогда
не бойтесь того, что у вас вдруг что-то не получится. Помните о том, что каждый из нас – это творец своей жизни, каждый из нас архитектор. И когда вы это начинаете понимать, то ни один человек с негативной программой не может подойти к вам. Даже есть люди, которые, когда вы очень сильны, и они вот вам как бы пытаются сделать какую-то гадость, отправить вам негативную программу, навести порчу, у них не получается. Высшие силы и вот то, что происходит в их окружении, постоянно их сбивает с толку. Они даже начинают попадать в аварии, начинают болеть и так далее, но они свою ту программу, которую они в отношении вас пытались довести до вас, у них никак не получается. Поэтому, кстати, обращайте внимание, что происходит в вашем окружении, когда люди вот как-то негативно к вам относятся, или, например, вы с кем-то поспорили, при этом вы знаете, что правда на вашей стороне. И смотрите, как происходят события с другими людьми. Вы будете удивлены, но очень часто бывает так, что после определенных событий у человека, того, кто вам пытался отправить порчу на здоровье, на достаток, на благополучие, наоборот, начинают происходить определенные проблемы. Поэтому обращайте на это внимание. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите или, друзья, слово здоровье или финансы. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.